Жорик, Жорик, ну куда тебя черт унес? Жорик, женщина, вы случайно тут бульдога не видели? Ребят, а вы нигде бульдога не замечали случайно? Жорик, Лилия Александровна, задыхаясь, бегала по парку и звала. Ну на одну минуту отвлеклась, заговорилась с другой собачницей с маленьким пушистым шпицем, а Жорика поминай как звали. Ну куда можно за такое время удрать на кривых бульдожьих лапках? Лилия Александровна пробегала 2 часа, у нее даже сердце прихватывать начало, Жорик как в воду канул. Почти 30 лет назад Лилия Александровна, тогда еще девушка Лиличка, познакомилась на свадьбе подружки с Ваней. Через неделю они уже сами заговорили о свадьбе, примера счастливого супружества Лиля в своей семье не видела. Мать воспитывала ее одна, а об отце Лиля в детстве вообще ничего не знала. Лишь когда она стала подростком, мать объяснила, что он был, что называется, шишкой, занимал какой-то высокий административный пост и ну совсем не был заинтересован в ребенке, родившемся у его секретарши. Однако и совсем женщину с дочкой не бросил, регулярно передавал деньги. Лилина же мама, похоже, в прошлой жизни была финансовым воротилой. Иначе нельзя объяснить тот факт, что среди всех кризисов и дефолтов она смогла не только сохранить, но и несколько приумножить передаваемые для дочери средства. Так что на свадьбу Лиля с Иваном получили однокомнатную квартиру, денег хватило. И мать никогда не настраивала дочь против мужчины и брака, всегда уверяла Лиличку, что у ней эта личная жизнь хорошо сложится. Так оно и случилось, они с Иваном пришлись друг к другу точно как две половинки. Шли по жизни рука об руку и даже не представляли, что смогут друг без друга обходиться. Одно было не так, почему-то они, как ни старались, не могли обзавестись детьми. Множество серьезных специалистов единогласно заявляли, что тут у обоих со здоровьем все в порядке, а вот поди ж ты. С усыновлением тоже не сложилось, сперва ждали, надеялись все же на своего, а потом и поздновато стало. Им в службе соответствующей честно сказали, пока документы все соберете, пока очередь подойдет, возраст такой будет, что и сами можете не потянуть, и отказать на этом основании могут. Усыновление – это-то еще приключение, не для нетерпеливых и слабонервных, переживали, конечно. Но потом смирились, а что делать, в конце концов, быть друг у друга, тоже немало, время шло. Родители умерли как-то рано, и остались Лиля и Иван вдвоем, или нет, ибо еще Сергей был со всеми своими приключениями. Сергей был лучшим другом Ивана, родом деревенский, приехал он в северную столицу медицине учиться. 3 раза на вступительных пролетал, родная семья к числу социально благополучных, мягко скажем, не принадлежала, так что в школе-то Сергей и то не мог нормально учиться, не то что репетиторов посещать. Работал санитаром, жил в крошечной съемной комнатенке, записался в библиотеке и наверстывал упущенное ранее, твердо вознамерившись все же добиться желаемого и поступить. Именно Сергей случайно оказался рядом, когда мама Вани, Анна Петровна, поскользнулась на гололеде, упала и сломала руку. Санитар в больнице многому научился, и скорую вызвал, и руку шарфом к телу прихватил наскоро, чтобы обездвижить, и в больницу вместе с женщиной поехал, и мужу и сыну позвонил, чтоб приехали да помогли. Так они с Ваней и познакомились, и стали почти что братьями. Сергей даже жил у них несколько месяцев, готовясь к очередной вступительной кампании, и она наконец была успешной. Он съехал в общежитие, но ставшую почти родной семью навещал регулярно, и Анна Петровна даже шутила, что не зря всегда хотела второго сына, вот и дождалась, взрослого сразу. Потом Иван познакомился с Лилией и женился на ней, а Сергей вскоре понял, что угодил прямо в роман Чернышевского «Что делать?», который в юности читал. Там тоже врач был, влюбившийся в жену лучшего друга, нелестно как-то для самолюбия, но факт. Сергей помнил, что там, в романе, из-за такого треугольника немало проблем возникло. А он этого не хотел, ни для Ваньки, ни особенно для Лили. И тогда молодой хирург вспомнил другой классический сюжет,
где тоже такая проблема раскрывается, фильм «Офицеры». И решил без шуток отойти в сторону, не портить жизнь дорогим людям, да и себе тоже. Анна Петровна только знала, в чем дело, но и она одобрила его решение. Врачи много где нужны, и уехал Сергей через полстраны в новую больницу. С друзьями не рвал, и звонили друг другу, и переписывались, и в гости ездили. Но все же это были не каждодневные встречи. И способ себя оправдал. Через несколько лет понял Сергей, что может уже встречаться с Лилей без риска для своей чести и ее счастья. Он не мог сказать, что любовь ушла, иначе почему же так и не женился, но она стала как бы спокойной, отстраненной. Сергей вернулся в Петербург, без проблем устроился на работу. Они с друзьями снова стали жить почти как семья, но он в этой семье теперь играл роль общего брата и понимал, что это отличный вариант. Отношения стали еще теснее, когда Сергею однажды позвонили из родного села. Родители ушли рано, алкоголь без меры никому годы не продлевает. Оставалась сестра, но она как раз была настоящей продолжательницей семейных традиций, то есть угощалась почти без просыпу. Неизвестно от кого, но родила она сына Пашку, и Сергей время от времени через соседку подкидывал малость денег на ребенка. Мог бы и больше, но боялся, что сеструха совсем с катушек слетит. И вот соседка сообщила, что предосторожности не помогли, сестра пьет, Пашке с присланных денег ничего не перепадает, и непутевую вот-вот лишат родительских прав. Тогда Пашке одна дорога, в детдом. Пришлось дяде и эту кашу расхлебывать. Поехал в деревню, со всеми важными инстанциями пообщался и получил таки опеку над племянником. Маманя непутевая о сыне после того и не вспомнила ни разу, да и пусть ее. Мамой для Пашки стала Лиля, хоть и была тут вроде как ни при чем. Но это она закупала мальчонке одежду, водила на кружки и секции, дарила подарки к праздникам. Он ее даже называл мамой с детства, хотя и узнал вскоре, что она ему вообще никакая не родня. Но Лиле так только лучше было, и Иван тоже не возражал, став Пашке кем-то вроде родного дяди. Общими усилиями вырастили богатыря, чисто дядя Степа из книжки. И тоже на флот жаждал попасть, поступив в Нахимовское училище. В общем, жизнь складывалась неплохо, можно сказать, счастливо складывалась для всех. Лиля с Иваном серебряную годовщину отметили, и Пашка по этому торжественному случаю познакомил их со своей невестой. И тут гром среди ясного неба у Ивана обнаружился запущенный рак, Сергей не находил себе места. Ну и что хирург, а не онколог? Все равно должен был заметить, направить, кому следует, хоть что-то, но предпринять. А про Лилию Александровну и говорить не приходилось. Она ведь вообще не могла себе представить, как это, жизнь, в которой нет Ваньки. Пашка приехал с Дальнего Востока, его на Тихоокеанский флот успели направить. Через него Иван незадолго до смерти и договорил щенка-бульдога, чтобы Лиля одна не оставалась. Щенка забрал уже Сергей, Иван не дожил, а Пашке пришлось на службу возвращаться. Купил все, что посоветовали для собаки иметь, и поехал к Лиле. «Сережа, что я буду с собакой делать? Никогда их у меня не было, ничего я о них не знаю, как с ними надо, не в курсе», – возражала Лилия Александровна. «Справишься, Лиль, это ведь не алабай какой, и не питбуль, с которыми новичку реально не справиться. Собака небольшая, будешь с ним по-доброму, агрессивный не вырастет. Это ведь от Ваньки тебе прощальный подарок, он щенка заказал, хотел тебе оставить. Щенок был маленький, теплый, нескладный. Лилия Александровна представила его себе в больших, ловких руках мужа и не смогла отказаться. У бульдожика были документы, в которых значилась и кличка. Но об нее можно было сломать язык, и Лилия Александровна решила, что по выставкам ездить все равно не собирается. Посему щенок был переименован в Жорика, коротко и удобно. Жорик оказался собакой понятливой, чистоплотной, с благородными манерами истинного английского джентльмена.
Он не гонялся за кошками, не тявкал на машины, не проявлял неуместной недоброжелательности к людям и вообще хлопот доставлял по минимуму. Если в жизни у тебя было что-то по-настоящему светлое и важное, его уход ничем не заменить и разбитую судьбу обратно не склеить. Но если постараться, можно найти какую-то точку опоры, что-то, что поможет дожить оставшиеся дни достойно. После ухода Ивана жизнь Лидии Александровны поменялась окончательно и навсегда, словно в ней прикрутили освещение и звук. Она неоднократно думала, что все было бы иначе, если бы у них были дети и внуки. Но потом ей казалось, что и это ничего бы не изменило. Жорик был просто небольшим бархатистым комком жизни, которому требовалась забота. И он никогда не забывал за эту заботу благодарить, уж как умел. И этого хватило для того, чтобы Лидия Александровна нашла в себе силы продолжать жить. Хочешь не хочешь, надо было выходить на улицу, гулять с собакой. Там же гуляли и другие собачники со своими четвероногими друзьями. В этой среде тему и повод для разговора придумывать не надо, она всегда рядом на поводке околачивается. Друзей среди них у Лидии Александровны не появилось, но знакомые, с которыми можно переброситься несколькими словами, вдруг стали весьма многочисленны. С ними было много легче и проще, чем с коллегами по работе, помнившими ее счастливой женой, из тех, кто за мужем, как за каменной стеной. Они показательно сочувствовали, но Лидия Александровна точно знала, что некоторые втайне злорадствуют, им, в личной жизни невезучим, ее счастье всегда упреком казалось. И почти все не упускали возможности указать ей, что зря она раньше карьерой не озаботилась, вот пригодилась бы ныне. Лидия Александровна об отсутствии карьеры немало не жалела, и имеющегося заработка ей на жизнь хватало. И Жорика положение устраивало, и собачников тоже, вот и превратились они вскоре в основной круг общения женщины. Довольно приятный и доброжелательный. Если Жорика спускали с поводка, он не был склонен с ошалевшим видом носиться где попало, как торнадо. Спокойно инспектировал кустики и газоны, стараясь от хозяйки не удаляться, и вот вдруг потерялся. Лилия Александровна сама не знала, что и делать. К счастью, под рукой были Сергей и Пашка, переведенный как раз с Дальнего Востока опять на Балтику. Сергей сел обзванивать ветклиники, вдруг кто приведет найденного английского бульдога. А Пашка с молодой женой начали распространять объявления о пропаже собаки, даже фото распечатали и на столбах и остановках по всему району поразвешивали. Этого-то и ждал Витюха, вполне обыкновенный бобыль-выпивоха из пригорода. У него на собаках да объявлениях давно бизнес целый налажен был. Витюха выбирал парк, и некоторое время, прям как Штирлиц, разведывал обстановку среди местных собачников. Предпочитал дамочек в возрасте, те податливей. И чтобы собака не двартерьер, а породистая, но притом маленькая, овчарку-то не больно возьмешь. Знаете такое, прошу вернуть за вознаграждение, вот этим Витюха и занимался. Улавливал момент, когда объект удалялся от хозяйки, хватал, заматывал в тряпку и засовывал в грязную сумку на колесиках. С этой сумкой быстро отступал на заранее подготовленные позиции, к своему домишку, где во дворе была устроена клетка из всяких подручных железяк. Далее следовало отследить объявление о пропаже бесценной игрушки, связаться с хозяйкой и договариваться о размерах вознаграждения. Если хозяйка не торопилась, Витюха сам мог распечатать в киоске фотографа, занимавшегося и распечатками документов, несколько объявлений и развесить в парке. Все просто, еще проще было, если попадалась сознательная хозяйка и крепила к ошейнику бирку с контактами. Вообще ничего особо не требовалось. С собаками Витюха не церемонился, хотя и не издевался над ними, ресурс должен был сохранять более-менее товарный вид. Если лезли, мог пнуть. И любил пошутить: вот не выкупит тебя твоя жадина-хозяйка, сделаю себе половичок из твоей шкурки. На деле сделать половичок он был не способен, ибо не умел ни снимать шкурку, ни выделывать.
Если собаку не выкупали, он просто выгонял ее на улицу. Но такое за всю его карьеру собирателя вознаграждений всего 3 раза случилось. Глаз у Витюхи был наметанный. Ныне у него в разработке кроме Жорика были еще 4 собаченцы, так что навар обещал быть не дурен. Бульдог, зверюга, ошейника смотреть просто не дал, вертелся, вырывался и норовил укусить. Витюха швырнул его в клетку и решил подождать объявлений, и дождался быстро. Немного его обеспокоило, что по телефону мужик какой-то отвечал, но на названную немалую сумму этот мужик согласился, и Витюха успокоился. Муж тетеньки, а муж и сын, Жорик уже в клетке не понравилось, грязно, тесно. И человек противный, пахнет нехорошо, кормит невкусно, голос злой. Однако и человек похищенный обычно теряется, что уж о собаке говорить. Жорик попробовал расшатать стенки, крепкие. Попробовал укусить похитителя, получил пинка, а грязный корявый сапог все равно не прокусил. Звонок Витюхи насчет верну за вознаграждение принял Сергей, но Пашка при сём присутствовал. «Дядя, давай-ка я на всякий случай с тобой поеду. Чего-то мне голос этого благодетеля в трубке не понравился, мало ли что, ну что ж, вдвоем веселее». Когда они подъехали по названному адресу, Витюха как раз был в клетке, кормил собачью ораву. Жорик услышал знакомый голос, а Сергея он знал отлично и почитал кем-то вроде хозяина 2-го ранга, и немедленно решил действовать. Поступил он просто, укусил за задние лапы 2 соседей по клетке, пуделя и фокстерьера. Те заподозрили в покушении друг друга, и сейчас же началась драка. А Жорик в суматохе выскочил и со всех кривых лап кинулся туда, откуда раздался голос. Сергей с Пашей остолбенели от неожиданности. На участке у искомого дома раздавался собачий рык и визг, а к ним во все лопатки чесал Жорик. Сергей подхватил пса и тут же поплатился за доброту. Жорик, переполненный впечатлениями, цапнул его за руку, не то чтобы сильно, но по-бульдожье больно. Пока дядя отбивался от освобожденного пленника, Павел оглядел окрестности с высоты своего роста дяди Степы. И они ему не понравились: грязный тупик, расшатанный неухоженный домишко, возле него клетка из кусков железных оград и железных же кроватей. В клетке грязный-прегрязный шпиц, 2 пуделя и фокстерьер, ничуть не чище. А рядом тип небритый, и ему тоже помыться давно бы надо. «Мужик, ты звонил насчет вознаграждения?» Поинтересовался Павел у Витюхи, сдержанно, но авторитетно. Витюхе ничего не оставалось делать, как кивнуть. «Вот что я тебе скажу, мужик. Чего-то мне на память пришли рассказы о том, что в парке, где бульдог этот потерялся, часто собаки пропадают и объявления о находке периодически на деревьях появляются. Так вот, желательно мне, чтобы этого больше не было. Ты ведь смекаешь, что я теперь знаю, где ты живешь, а за бульдога вознаграждение так и быть, возьми, вот тут на лавочку положу». Договаривались все-таки. Витюха обреченно смотрел на огромного парня с явной военной выправкой. Вот нарвался, не повезло-то как. «Жорик, что ж ты так, надо было жулика этого кусать, зачем же ты Сережу укусил?» Выговаривала бульдогу Лилия Александровна, старательно отмывая освобожденного заложника в тазу. Сергей в это время ловко обрабатывал укушенную левую руку одной правой, многолетнюю хирургическую выучку никто не отменял. Ладно, с этим он сплоховал, но все равно Жорик герой, побег из плена совершил самостоятельно. Некоторое время Жорик ходил в парк неохотно, но вскоре позабыл про Витюху и его клетку, тем более, что собаки в этом парке действительно резко перестали пропадать. А потом и вовсе появился у него веский аргумент регулярно в парк наведываться. Ибо Людочка, жена Пашки, привозила туда же коляску, и в ней было нечто теплое, мягкое, вкусно пахнущее молоком. И хозяйка, Лилия Александровна, явно была этому существу очень рада. «Вот и бабушкой мне довелось побыть», — приговаривала она, развлекая девчушку яркой погремушкой. «А кто Тонечке такую красивую игрушку купил? Деда Сережа, да?
Жорик неспешно трусил на кривых лапах чуть впереди коляски, проверяя дорогу на безопасность. И Лиле Александровне иногда казалось, что она видит идущего рядом в бульдогом Ивана.